Но, наверное, черпают они силы в тех, кто приходит, в том числе и известные люди, потому что им важно, что за процессом следят, что им интересуется. И, наверное, в той публике, в обычных каких-то людях... Ну, они люди из другого теста, во-первых. А во-вторых, все-таки за ними есть. Они чувствуют некоторую поддержку. И более того, они ее генерируют. Вот я когда на них смотрю, мне приятно, что у меня в стране есть такие люди. Соотечественники. Соотечественники, да. Четкие. Они прошли вот эту закалку, которая у Солженицына написана: «Не верь, не бойся, не проси». Ничего не просят, совершенно ничего не ждут и не боятся. А это уже состояние духа, которые там пытаются долгими годами тренировки добиться, ну, скажем, янычары или, вот, скажем, борцы джиу-джитсу в Японии. Значит, вот это еще одна очень важная ошибка политическая, которую допустил Путин. Он сделал себе несгибаемого врага. Опять же, того же Солженицына написано, что там был какой-то несгибаемый старик, который вот ему за десяткой лепили десятку, но вот он всегда имел с собой чистую тряпицу, которую стелил на хлеб, и только потом на стол, и потом на нее клал кусочек хлеба. Да. Сегодняшнюю новость как вы восприняли о продлении срока? Вы ожидали это? А как? А по-другому невозможно, потому что тут, понимаете как, еще одна составляющая той же самой ошибки. Большой ошибки. Путин действовал в пацанской логике. Это неправильно. То есть понятно, что у него были какие-то политическо-личные конфликты с ними. И он использовал мощь государственного аппарата для того, чтобы свести свои личные политические счеты, что уже мелочно, на самом деле, недопустимо. Вы считаете, решение еще не принято? Даже не важно, принято или не принято. Просто вот в рамках той этики, вот такой пацанской, понимаете, или ты, или ты. Вот то, что на Западе было бы воспринято, скажем, как акт гуманизма или там, толерантности, или уважения к закону, у нас или в той системе, в которой завел себя Владимир Владимирович Путин, это будет воспринято как проявление слабости, недопустимое. Раз он не смог этих утрамбовать, значит, из него можно веревки вить. И, соответственно, он теперь вот вынужден, вопреки всему, вопреки очевидности, надуманности обвинений, выдумывать новые и новые обвинения, держать их там за решеткой, теряя при этом очки в глазах и собственного населения, и европейских стран. Как эта динамика? Какой вы видите здесь, можете привести прогноз? Потому что очень скоро процессы, связанные с Михаилом Борисовичем Ходорковским и Платоном Лебедем, и Страсбург в том числе, и многие другие, и уже подходит к окончанию срок по первому делу, они совпадут с выборами 11-12 годов, депутатскими и президентскими. Это значимая вещь будет. Если их выпускают, это значит, кончилась эпоха. Вот это значит, кончилась эпоха этой самой спанистской, там, распальцованной, какой угодно системы ценностей. Я сейчас в сторону откладываю вопросы о собственности. Собственность важна, но она вторична. Здесь важнее, кто круче. А это вот такие мужские отношения на самом-то деле, гонки такие. У кого машина круче, у кого там мотор мощнее, у кого же женщин больше. Вот такой вот тут очень простая вещь. И вот Путин эту игру проигрывает. Вот, понимаете, он вроде как, у него все козыри на руках, да, и прокуратура, и суд, и деньги, он там, и КГБ, и все силовые ресурсы, а в глазах зрителей проигрывает. И тут самая большая новость-то. Эти двое в аквариуме жестче, решительнее, красивее, чем вот все, Для него это больная точка стала. По-видимому, да, это уже идея фикс. Вера, а где больная точка у прокурора? Вот вы постоянно там каждый день находитесь и смотрите это спектакль каждый раз. Больная точка у прокуроров? Да.
Мне кажется, у них нет вообще ничего такого. Они без тормозов абсолютно. Вадим Клюмган, когда мы здесь обсуждаем события недели, он часто говорит о том, что у нас заседания проходят в очень напряженной атмосфере порой. Это не назовешь, может быть, баталиями, но какие-то абсолютно несдержанные нервные реакции со стороны прокуроров, как бы недопустимы в английском суде, например. Ну, вообще в цивилизованном суде недопустимо. В европейском суде. Это откровенный базар, такое вот хамство. Например, прокурор Ибрагимов встает и говорит аквариуму: вы разворовали всю страну. Раньше приговора. Это цитата, у меня есть диктофон, там записи. Или она говорит свидетелю Голубовичу, который улыбается аквариуму: вы соскучились по Ходорковскому? Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть это без тормозов абсолютно. Поэтому больной точки, я не знаю, где она у них. Может быть, как-то вот больная точка в том, чтобы показать начальству, что вот мы работаем, мы говорим вот. Это другие люди, понимаете? Это поведение говорит о какой-то проблеме же, согласитесь. Ну, проблема то, что перед тобой действительно компетентные люди сидят, более образованные, более начитанные, более знающие обвинения, и вообще знающие. Чего же прокуроры не пытаются держать себя в тонусе? Вот. Ну, это вот такой вот... Не умеют, понимаете? Их раздражает, что они более умные. И поэтому отсюда хамство, отсюда унижение подсудимых. И вот какие-то реплики такие полукриминальные. Ну, это еще Бенкендорф говорил, что законы Российской империи обязательны для исполнения только для, так сказать, рядовых подданных. А для вышестоящего начальства, которое движимо не законностью, а осознанием высших интересов государства российского, эти законы, они как бы их деятельность не ограничивают. То вот прокуроры считают, что они служат державе, соответственно, их деятельность не должна быть ничем ограничена. А здесь вдруг она достаточно жестко ограничена, да еще вызывает сопротивление, да еще и публика, и они себя чувствуют в чужой тарелке. Это просто вот какой-то психологический слом, что ли. Поэтому, когда вы говорите про болевые точки, да у них нет болевой точки, а болевая точка есть у тех людей, у которых есть представление о личном статусе, там, значит, о как-то о своей независимости, а это люди системы. Значит, и они привыкли, что их система кормит, защищает, если они ошиблись, наказывает, если не ошиблись, поощряет, дает квартиру, еще чего-то. На этом деле просто карьеру делают люди, вот, на деле ЮКСа, прокурор я имею в виду, потому что не заставляют, там нет обязаловки. Вот ты должен пойти на этот процесс. Нет, там нет никакого кастинга даже. Вот просто зависит от личного какого-то, вот, от характера. Хочешь сделать карьеру, иди. Долг у него перед державой, значит, как бы он искренне верит, что все правильно, да. Что надо, вот эти ребята разворовали всю Россию, да, значит. Он в это как бы верит. Ну, как бы верит, да. Потому что иначе у него голова, крыша поедет. Он верит. Да. Они какую-то ломку внутри себя переживают. Они не показывают это. Они понимают, мне кажется, со временем все яснее, что, в общем-то, не самую хорошую роль играют. А у них дети, там, фамилии, все-таки тоже не хочется как-то быть совсем. И судье тоже так же скверно. Вот в судье говорят, ваша честь. Судья Данилкин – это отдельная история на этом процессе, Вера. На ваш взгляд, вот за все эти 100 с лишним дней, уже почти 200 скоро, наверное, будет, да, как вы это все освещаете, что вы заметили об этом человеке? Он умный, он говорил, что он уважает очень подсудимых. Ну, это в кулуарах, естественно, он говорил. Что ему очень нравится, как Михаил Борисович просто вот произносит свою речь, к склад ума. Вот. Раньше, чтобы услышать такого от судьи, какого-то вот российского какого-то суда, я такого еще не слышала никогда. Но, тем не менее, он все ходатайства подсудимых, защиты, основные, заворачивает. Ну вот он может смеяться на процессе вместе с подсудимыми. И в то же время, когда дело доходит до каких-то ключевых решений, он человек-система. И то есть вот мне лично уже видно, что как он будет выносить приговор. Точно так же, как вот сегодня он вынес решение о продлении. Он зачитает основные доводы обвинения, и все. По закону он обязан быть независимым. По закону, да, по понятиям нет. Но мне, вот, честно говоря, не то, что... Я не могу сказать, что мне его жалко, потому что он должен действовать независимо. Но он мучается, конечно, это видно по его лицу. Я благодарю сегодня участников нашей программы «Процесс. Итоги недели». Мы сегодня говорили о том, что в очередной раз был продлен срок содержания под стражей для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
И мы говорили об законе и о понятиях. Говорили о том, обсуждали, что будут выбирать участники этого процесса, которые что-то решают в нем. Спасибо большое за участие в этой программе. До свидания.